Здравствуйте, дорогие друзья! Наша рубрика набирает обороты, и это 7-й выпуск лучших новых приложений. Ставь лайк, если ты его ждал, а если не ждал, то тоже ставь. Ведь я отобрал качественные программы среди тонны шлака из App Store Google Play. Будет интересно? Усаживайтесь поудобнее, у нас тут полезное видео в 4К, как-никак. В прошлой подборке лучших приложений в комментариях ребята подсказали потестить Aloha браузер, и это реально стоящая программа, несмотря на стрёмное название. Благодаря ней вы сможете скачивать видео и аудиоконтент напрямую без какой-либо рекламы. Достаточно сделать долгий тап и нажать соответствующую кнопку. После скачивания вы можете отправить файл в любимый плеер. Также в Aloha браузер интегрирован безлимитный VPN, так что вы сможете с легкостью обходить блокировки сайтов. Программа имеет приятный многовкладочный интерфейс и простенький проводник. Никаких встроенных покупок нет, приложение абсолютно бесплатное. Годнота перемещается в раздел моего любимого софта. Если вы ищете бесплатный картографический сервис, который был бы доступен офлайн, то вы пришли по адресу. Карты Maps.me реально рулят, и в этом я убеждался и не один раз. Когда необходимо уехать за рубеж, где ограничен интернет-трафик, вы просто скачиваете карту страны и конкретных городов и наслаждаетесь не только точным позиционированием в незнакомых местах в полном офлайне, но и получаете доступ к общепиту, туристическим местам, продвинутому поиску, и есть интеграция с Booking.com и еще целая куча реально важных и необходимых фич. Присутствует полноценный навигатор для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Перечислять достоинства Maps.me можно до бесконечности. Просто скачайте и наслаждайтесь. Уж очень нахваливали в комментариях к моим видео менеджер задач Todoist. Скачал, попробовал, готов вынести вердикт. Менеджер довольно неплохой. Понравилась кроссплатформенность, есть поддержка даже умных часов. Присутствует внушительное количество бесплатных функций, с которыми реально можно пользоваться этой программой каждый день и не испытывать дискомфорт. Интерфейс простой, лаконичный и быстрый. Немного не разобрался в повторяющихся задачах, ибо этот механизм добавления специфических повторов сложно назвать удобным. Для кого подойдет Todoist? Для тех, кто не собирается платить за приложение и кого устраивает отсутствие ряда премиумных функций, которые не такие уж и значимые. Купить программу навсегда нельзя, а премиум подписку за 29 евро в год я считаю апогеем наглежа разработчиков. Чуть-чуть добавить и можно купить крутейший менеджер задач OmniFocus, который рассчитан на профессионалов. О настольной версии этой замечательной программы для писателей я уже рассказывал в подборке лучших программ для Mac. Мобильное приложение станет отличным дополнением, ведь писать материалы можно с должным уровнем комфорта и на достаточно компактных дисплеях iPhone и iPad. Мобильное приложение обладает практически всеми возможностями настольной программы. Помимо удобной структуры для хранения данных, есть множество мелких удобств для ускорения набора текстов. Главное из них специальная надстройка над клавиатурой. Она отображает количество символов, есть строка с опциональным поиском, а также 3 дополнительные панели, упрощающие разметку и имеющие огромное количество дополнительных символов. Один из лучших подкаст-агрегаторов на просторах App Store. Программа умеет, если не все, то многое, что требуется для комфортного прослушивания подкастов. Автоматическое скачивание новых выпусков для офлайн прослушивания, кастомные плейлисты, рекомендации, продвинутый поиск, огромное количество настроек, связанных с прослушиванием и многое другое. Просто попробуйте и наслаждайтесь. Программа на русском и бесплатная. Штатные подкаст-клиенты однозначно проигрывают. Жаль, что версии под Android нет. Увы. Программа Wikimapia позволит понять, что скрывается за забором. Она предлагает искать полезные и интересные места прямо на карте. Пользователи сами добавляют объекты, фотографии, описания и комментарии. Эта информация станет незаменимой для тех, кто ощутился в незнакомом месте. Кстати, тут есть неплохой поиск с фильтрами. Wikimapia базируется на картах Google. Все бесплатно и нет никаких покупок или рекламы. Интерфейс хоть и на английском, но и переводить-то тут особо нечего. Wikimapia требует постоянного подключения к сети интернет. Обращаю внимание на то, что приложение достаточно прожорливо и трафик улетучивается довольно быстро. Существует множество различных способов зафиксировать ход мысли, но наиболее эффективным считается создание интеллект-карт. Это такая диаграмма связей, в которой в центре располагается главная идея, а от нее отходят своеобразные ветви, то есть пути решения. iMindMap является одним из многочисленных представителей инструментов для создания таких ментальных карт. Приложение кроссплатформенное и на русском языке. Базовая функциональность, которой с лихвой хватает на повседнев, доступна бесплатно. iMindMap можно спокойно использовать
на начальных этапах даже крупных проектов, чтобы по-быстрому набросать идею и показать ее единомышленникам, ну или сохранить для себя на потом, чтобы не потерять ход мыслей. Доступны как персональные, так и совместные карты, а еще есть шаблоны. Правда, за бизнес-решение придется дополнительно платить. Программа однозначно интересная, так что попробовать стоит, ибо профукать важную идею в жизненной суматохе проще простого. Программа из разряда «Обалдеть». А что, и так можно? Смысл ее заключается в том, что подгрузив или получив изображение в Poetizer, приложение просканирует ее содержимое, точно определит изображенные на ней объекты и подберет стихи о вашей фотографии из поэзии золотого и серебряных веков. Выбрав наиболее подходящую цитату, вы сможете разместить ее в более привлекательном месте, выбрать размер и стиль и опубликовать в любом популярном сервисе. Иногда Poetizer подбирает к фотографии такие стихи, что точнее не скажешь. А в большинстве случаев вы сможете здорово украсить практически любое изображение. Программа абсолютно бесплатная, никаких скрытых платежей и никакой рекламы. Наличие интернет-соединения обязательно, работает Poetizer очень шустро. Когда штатные обои поднадоели, хочется чего-нибудь свежего и привлекательного. Искать классическим способом через Google – сущее мучение. Другое дело – Valium. Просто огромная коллекция ежедневно обновляемых обоев не оставит равнодушным никого. Отыскав среди тематических наборов интересные варианты, вы можете тут же посмотреть без применения, как они будут выглядеть и на заблокированном экране, и на спрингборде. Плюс тут есть удобная утилита по размытию изображений, для того, чтобы они выгодно смотрелись на фоне иконок. В один тап все сохраняется в медиатеку. Жаль, что напрямую из программы нельзя устанавливать изображения в качестве обоев, но это уже ограничение операционной системы. За бесплатность придется наблюдать компактный рекламный баннер в нижней части дисплея, но это реально мелочь. Для Android приложения недоступно. Наконец-то у познавательного журнала появился компаньон в виде приложения под iOS и Android платформу. Теперь каждый желающий может читать самые интересные статьи с должным уровнем комфорта. Добавляйте интересующие темы и получайте ленту с огромным количеством полезных и информативных материалов. Есть поиск, отдельный просмотрщик изображений и встроенный браузер. Приложение стабильное, но не хватает функциональности. К примеру, добавить статью в избранное можно, но вот почитать в офлайне уже не удастся. Тут уже необходимо прибегнуть к помощи Pocket. Да и издателям уже давным-давно пора интегрировать мультимедийные материалы. Думаю, в будущем издательства и разработчики подправят эти моменты. Программа бесплатная, этого не покупать виртуальную или реальную версию журнала и на русском языке. Это лучше, чем читать бесполезные мемы и цитаты в новостной ленте ВКонтакте. Ну а на этом все. Буду надеяться, что вам этот ролик зашел. В комментариях не забывайте оставлять свои любимые приложения, о которых мир просто обязан узнать. И желательно, чтобы они не повторялись с теми, которые я включал в предыдущие выпуски. Так что не забудьте и их посмотреть. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующем видео. Но разумеется, если подпишетесь и нажмете на колокольчик. Не забудьте про лайки. Пока-пока.